Друзья, всем привет! На связи Смарт. И пришло время поговорить о городе Купянск. Все вы помните, что город Купянск освободили в прошлом году. Практически без боя россияне отступили с Купянска. Очень сильно пострадал Купянск узловой. Это вы увидите в следующих видео. Я хотел бы вам показать, как выглядит Купянск сейчас, на данный момент. Город Купянск очень сильно пострадал за этот год. И вы увидите эти кадры разрушенного Купянска. Это видео посвящено центральной части города и Купянскому рынку. Все вы видели видео о рынке Барабашове. И вы сможете сравнить Купянский рынок с рынком Барабашова. Также вы увидите в других видео, насколько пострадал Купянск. Мы покажем другие районы города. Мы покажем Купянск узловой, мы покажем Ковшаровку и многое другое. Мы покажем Часов Яр. Так что ставьте палец вверх, ребята, подписывайтесь. Впереди будет очень много интересных видео, сюжетов. Ставьте чай или кофе и погнали! Город Купянск в Харьковской области российская армия оккупировала 27 февраля 2022 года. Его заняли практически без боя. Уже через 6 месяцев оккупации утром 10 сентября в Купянск вошли украинские войска. Город освобождала 92-я бригада ВСУ, спецназовцы СБУ и спецподразделения «Кракен». В отличие от освобожденных Балаклеи и Изюма и многих населенных пунктов Харьковской области, которые благодаря скорости контрнаступления ВСУ сразу оказались в тылу и наконец-то услышали тишину. Уже почти как год Купянск живет на линии фронта. Город географически разбросан и разделен на 3 части. Все они соединены путепроводами, которые были взорваны. Левый берег Купянска был освобожден 16 сентября. А еще были сильные бои за ПГТ Купянск-Узловой, расположенный чуть ниже. Купянск-Узловой вы увидите в следующих видео. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх под этим видео. Хотелось бы заметить, что Купянск был архиважным для российских оккупантов логистическим центром. А владение коммуникаций, проходящими через Купянск, перерезало россиянам поставки вооружения на передовую в Луганской и Донецких областях. Город был почти цел, пока россияне не начали отступать из Харьковской области. В процессе после отступления Купянск оказался под постоянными обстрелами российских войск. Сейчас центральная часть города Купянск, как и рынок Купянска, уничтожен полностью. Город Купянск напоминает нашу северную Салтовку, которую разрушили россияне, когда шли бои за город Харьков. К сожалению, с каждым днем город Купянск продолжают обстреливать все сильнее и сильнее. Сейчас, по последним новостям, здесь ожидается крупномасштабное наступление российской армии. Но наши герои ВСУ здесь держат сильную оборону. В городе Купянск страдают люди. Совсем недавно здесь был взорван мост через реку Оскол. Но тех поставленных целей россияне не смогли добиться. В центральной части Купянска отсутствует жизнь. Людей здесь практически не видно. Все это время Купянск находился в оккупации, и люди выживали как могли. До войны здесь кипела жизнь, а на данный момент здесь около 6 тысяч человек все еще находятся в городе. В соседних селах уже идет эвакуация. Россияне не оставляют попыток захватить город Купянск, но у них ничего не выйдет. Комендантский час в Купянске с 8 часов. Несмотря на обстрелы, люди стараются жить. Многоэтажки пустуют, на частном секторе живут люди. Сейчас я нахожусь в центре Купянска. Купянск разбит. Посмотрите. Центральная улица разрушена полностью. Здесь были прилеты. Видите? АТБ. Все это не работает. Как нам рассказали военные, что по Купянску опасно передвигаться в дневное время, так как было когда-то в Харькове. Жители Харькова этого все забыли. А здесь люди живут в этом трешаке. Смотрите. Вот так вот, посмотрите все на все это разрушение. Я думаю, вам видно.
Дроны врагов летают, выискивают, куда пульнуть, и пуляют. Сюда долетают РСЗО, сюда долетают грады, сюда долетают ураганы. Здесь очень опасно. Но так как сегодня дождь, здесь можно передвигаться более или менее безопасно. На моем фоне разрушенные здания, люди потеряли бизнес, люди потеряли все. Нашим ребятам нужна помощь. Помощь здесь очень сильно нужна. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх под нашим видео. Впереди будет много интересных сюжетов. А мы будем показывать вам горячие точки, горячие места, где находиться просто опасно. Для того, чтобы вы поняли, как тяжело нашим героям, как тяжело людям. Посмотрите на разрушенные здания. Это центр Купянска. Бездомные коты, собаки. Здесь этих животных, к сожалению, много. Слышны? Если вы слышите, то вам на фоне где-то слышны прилеты. О, слышно? Слышите? Сейчас не хватало попасть только под обстрел, но я надеюсь, что... Слышите звуки? Прислушайтесь. Такого в Харькове не было уже давно, а люди живут с этим. Смотрите. Ремонт телевизоров, аудио. У людей здесь был бизнес. Итак, я двигаюсь на рынок города Купянска, который находится в центральной части города. Кадры, которые вы увидите, могут вас шокировать. Рынок уничтожен полностью. Здесь разрушенные склады, здания. Это все реалии Купянска. Это Купянск сегодня. К сожалению, здесь люди потеряли все. У многих был бизнес, у многих были магазинчики, продавали вещи, свадебные наряды. До войны здесь кипела жизнь. Люди приходили покупать вещи, стройматериалы, игрушки и многое другое. Сейчас этого всего нет. Рынок переместился в другую часть города, но он стал гораздо меньше, чем был здесь. К сожалению, у людей отсутствуют деньги, здесь отсутствует работа. На данный момент люди просто получают какие-то выплаты от государства. Цены в городе Купянск очень высокие, раза в 2 выше, чем в городе Харьков. Единственное, что радует, что в селах можно купить продукты, овощи, фрукты. Все это все еще можно купить. На этих кадрах вы можете увидеть контейнеры, которые пострадали от обстрелов. Все посечено осколками. Вы можете увидеть, что было много прилетов. РСЗО. Ходить здесь было поистине страшно, потому что не знаешь, на что можно наступить. Но я был очень аккуратно. Хотелось бы по максимуму передать все то, что происходит здесь и происходило здесь. Давайте сделаем небольшое сравнение. Купянский рынок с рынком Барабашова. Все вы помните кадры, которые есть на моем канале, у других блогеров. Ситуацию можно оценить с разных сторон. Давайте посмотрим на Купянский рынок. Купянский рынок разрушен полностью. Сгоревшие боксы, сгоревшие магазинчики. Здесь нет ни одного уцелевшего павильончика или же магазина. Если Барабашова пострадала частично, то Купянский рынок уничтожен полностью. От жителей, которые эвакуировались в Харьков, я услышал разные истории. Слышал истории от тех, кто торговал здесь свадебными нарядами, одеждой. Некоторые люди открыли свои магазины как раз перед войной, брав кредиты, а сейчас они потеряли все. И для того, чтобы получить компенсацию, они должны приехать и показать, сделать фото и видеофиксацию уничтоженных своих павильонов. Но, к сожалению, они этого сделать не могут.
а кредит и проценты нужно платить. Многие люди оказались за чертой бедности из-за того, что потеряли весь свой товар на этом рынке. Ведь у многих даже не было возможности вывести все это имущество, весь свой товар с рынка. Так, друзья, сейчас нахожусь на Купянском рынке. Людей нет, к сожалению. Оно и понятно, рынок просто уничтожен полностью. Здесь очень страшно. Сюда прилетало. Вот посмотрите сюда. Вот, видите как? Рынок Барабашова, по моему мнению, по сравнению с этим рынком вообще не пострадал. Потому что здесь нет ни единого целого павильона, здесь нет ни единого целого склада. То есть гасили они очень крепко, и я так понимаю, что они обстреливают здесь все и дальше. Очень страшно здесь. Вот посмотрите. Просто посмотрите на этот ужас. Люди потеряли все. Бизнес, заработок. Здесь нужна помощь не только военным, но и обычным жителям Купянска. Я уверен в этом, потому что здесь, вот посмотрите, просто я обошел по периметру, я побаиваюсь немножко ходить здесь. Вот смотрите. Потому что мне кажется, если, допустим, сюда прилетали кассетные боеприпасы, такие как могли раскидать здесь лепестки, и мне кажется, здесь может быть небезопасно. Я стараюсь идти по асфальту, слышите? Звуки прилетов. И это не С-300, сюда прилетают снаряды, сюда прилетают РСЗО, сюда прилетает все, что можно. То есть до Купянска, тут до фронта 20 километров, наверное, от силы. Вот посмотрите, чтобы вы понимали. Рынок горел полностью. Смотрите на это все, на весь этот бред, который здесь происходит. Купянск просто разворотили. Видите? Смотрите. Все сгорело. Центр полностью разрушен. Люди живут по краям. Вот. Здесь очень страшно. Смотрите. Очень страшно здесь. Это наша не последняя поездка в Купянск. Мы нашли друзей, братьев. Я иду просто по асфальту, чтобы ни на что не наступить. Вроде бы на асфальте лепестков нет. Но здесь стрёмно. Очень страшно. Я иду, я немного уже заблудился в этом рынке. Надеюсь, я выйду отсюда живой, но я выйду отсюда живой. Куда как нет. Посмотрите на рынок. Все сгорело. Вот так здесь. Интересно, я здесь выйду? Нет ли здесь? Слышите? Это прилеты. Давно вы, ребята, слышали прилеты в городе Харьков, такие как РСЗО, ураган. А здесь люди с этим живут. Я тут иду. Хорошо, что здесь натоптано. Посмотрите на дом. Здесь никто не живет. Смотрите. Попытки выйти по кратчайшему пути из рынка я этого сделать не смог. И решил чуть-чуть вернуться, но пойти другой дорогой. Зашел немножко вглубь рынка, посмотрел на весь этот ужас, все разрушено. Я очень надеюсь, что люди получат компенсацию за потерянное имущество, которое здесь потеряли. Все разрушено, все ограблено. Здесь видно, что здесь были мародеры.
К сожалению, мародеры – это бич войны, бич нашего общества. Мне очень обидно за то, что люди делают такие вещи, мародерят, грабят. Эти кадры напоминают постапокалиптическое время. Такое чувство, что жизни здесь вообще нет. Здесь нет никого, ни людей, ни собак. Как будто все вокруг вымерло. Будто это кадры фильма «Безумного Макса». Что очень сильно меня не радует. В Харькове жизнь продолжается. Здесь, в Купянске, жизнь, к сожалению, остановилась. Но я надеюсь на то, что война скоро закончится. Наши ребята, наши герои, они не позволят пройти русским в Купянск. И когда-нибудь, надеюсь, в ближайшее время жизнь сюда вернется. Мы все восстановим. Конечно же, это будет сделать очень сложно, но реально. Итак, наше небольшое путешествие в Купянск подходит к концу. Это одно из первых видео, которые вышли на нашем канале. Впереди будет много интересных видео о Купянске, Северной Салтовке, Часовом Яру. Вы все это увидите здесь. В этом видео вы увидели центральную часть Купянска и Купянский рынок. Эти кадры были сделаны месяц назад. В следующих кадрах вы увидите другие части города. Они также пострадали. Город пострадал сильно. Вы увидите прилеты в город, которые я заснял случайно. Друзья, на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх. Также хотелось бы вас попросить подписаться на Instagram. Ссылочка вверху. Вы увидели кадры центральной части города Купянск. Также вы увидели Купянский рынок. К сожалению, люди потеряли все имущество, весь товар. Люди в отчаянии, люди страдают. Но, к сожалению, это реалии. Это война, которую принесла нам Россия. Ежедневно Купянск обстреливают. В других видео вы увидите другие части города. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. Всем спасибо. Всем пока.